На Земле существует немало археологических находок, свидетельствующих о том, что история жизни на нашей планете может быть далеко не такой, какой мы ее себе представляем. Перед вами 5 интереснейших находок, которые не вписываются в привычную картину истории. В 30-х годах 20 века на археологических раскопках под Багдадом был обнаружен загадочный артефакт, получивший название «Багдадская батарейка». Он имел следующий вид: 13-сантиметровый сосуд, горлышко которого было залито битумом. Внутри находился медный цилиндр, а в нем железный пруд со следами коррозии. Ученые предположили, что это не что иное, как древняя гальваническая батарея, созданная примерно за 2000 лет до рождения Алессандро Вольте. Находка датируется примерно 250 годом до нашей эры. Вильгельм Кёник, возглавлявший в то время лабораторию Иракского музея, заявил, что этот артефакт, заполненный лимонным соком или уксусом в качестве электролита, мог создавать электрический ток напряжением в 1 вольт. Свои слова ученый подтверждал тем, что стержень данного загадочного предмета имел следы коррозии. Кёник допускал, что серебро и золото на древние вазы наносили электролитическим методом. В 1947 году американский физик Уиллард Грей изготовил точную копию багдадской батарейки, использовав сульфат меди в качестве электролита. Батарейка дала электрический ток с напряжением около 2 вольт. После было проделано множество подобных экспериментов, но напряжение получалось примерно таким же, от 0,8 до 2 вольт. Как источник энергии мог быть создан за 2000 лет до открытия электрического тока, и почему технология изготовления таких батареек была утеряна, так и остается тайной. В 1929 году в одном из древних дворцов Константинополя была обнаружена карта, датированная 1513 годом. Карта была сделана на шкуре газели и сразу же привлекла к себе внимание. Она показывает западное побережье Африки, восточное побережье Южной Америки, северное побережье Антарктиды и множество реально существующих, но неизвестных на момент ее создания географических объектов. При этом самым удивительным является даже не то, что автор сумел нарисовать точную карту Антарктики за 300 лет до ее открытия, а то, что эта карта показывает линию побережья подо льдом. Геологические свидетельства показывают, что последний раз эта земля была свободна ото льда около 6000 лет назад. Как выяснилось, карта является компилятивным трудом, при изготовлении которого использовались самые разные источники, в том числе очень древние. В частности, автор карты Пири Рейс прямо указывает, что самые древние из использованных им карт относятся к IV веку до нашей эры. Но столь древние люди не могли создать подобную карту, потому что в то время не существовало приборов для точного измерения долготы и методов геодезической привязки, необходимых для получения столь правильных координат. Артефакт имеет название «Карта Пири Рейса» и в настоящее время хранится в библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле, однако в экспозиции для публики не участвует. Следующая находка была сделана в Колумбии, однако точное место и обстоятельства обнаружения до сих пор не ясны. Сам артефакт представляет собой диск из прочного камня под названием лидит. Диаметр изделия 27 см, толщина 2 см, вес составляет около 2 кг. На диске изображены вещи и процессы, которые современный человек может наблюдать только под микроскопом. А изображено на нем не что иное, как развитие человеческого плода, от самого начала до финальной стадии, поэтому артефакт получил название генетический диск. В нижней части имеются схематические изображения мужчины и женщины с явно выраженными половыми органами, а над этими фигурами помещен зародыш. На другой стороне диска имеются фигурки людей, эмбрионов, сперматозоидов и яйцеклеток в различной стадии развития. Самое интересное, что предполагаемый возраст диска около 6000 лет, и возникает вопрос, как древние люди могли знать о процессах, которые сегодня наблюдаются лишь с помощью современных технологий. Не меньше вопросов вызывает и технология изготовления, ведь вырезать что-либо на лидите, даже пользуясь современными инструментами, практически невозможно.
Этого не позволяет сделать слоистая структура минерала, который под воздействием резца обязательно будет крошиться. Причем рисунки по виду напоминают не резьбу, а скорее штамповку. Видимо, при обработке минерала была применена какая-то неизвестная нам технология. Аналогов экспоната не было найдено ни в Америке, ни в других культурах древнего мира. «4 апреля 1900 года греческий водолаз обнаружил античный римский корабль, затонувший в Эгейском море недалеко от острова Антикитера. Эта находка стала настоящей археологической сенсацией. Как выяснилось, корабль затонул примерно в 60 году до нашей эры и хранил в себе множество ценных артефактов. Работы по подъему древностей велись с ноября 1900 по сентябрь 1901 года. Водолазы подняли на поверхность множество уникальных находок, включая древнегреческую бронзовую статую высотой 194 сантиметра. Однако самая уникальная и загадочная находка была найдена немного позже. В 1902 году археолог осматривал куски бронзы, покрытые толстым слоем морских отложений, которые считались обломками статуй. Внезапно он обнаружил, что некоторые куски являются фрагментами механизма. Находка получила название «Антикитерский механизм» в честь острова, возле которого его и обнаружили. Артефакт стали активно изучать лишь с 1951 года, когда английский историк Дерек Прайс обосновал и доказал, что механизм является уникальным механическим вычислительным устройством, созданным более 2000 лет назад. Механизм содержал не менее 30 бронзовых шестерней в прямоугольном деревянном корпусе, на бронзовых передней и задней панелях которого были размещены циферблаты со стрелками. Как показали исследования, с помощью артефакта можно было вычислять положение Солнца, Луны, передвижение планет по небесному своду, предсказывать солнечные и лунные затмения и даже ключевые события, такие как Олимпийские игры. В сумме можно было узнать дату 42 астрономических событий. Примечательно, что подобные по сложности приборы и то гораздо более примитивные человек научился создавать только в 18 веке. Историческая наука утверждает, что во II веке до нашей эры человек не мог выполнять столь точную и сложную обработку материала. Также он не мог определять точные координаты светил, потому что первый телескоп появился только 1500 лет спустя. В таком случае, кем был создан этот поразительный механизм более 2000 лет назад, и почему такие технологии впоследствии были полностью утрачены, до сих пор остается загадкой. До сих пор остается неизвестным, где, когда и кем был найден этот артефакт. Его судьба прослеживается лишь с 1845 года, когда его приобрело семейство Ротшильдов. Уникальная реликвия впервые была представлена широкой публике в 1862 на выставке в музее Виктории и Альберта. Артефакт представляет собой стеклянный сосуд 165 мм в высоту, 132 мм в диаметре и имеет название «Кубок Ликурга». Кубок получил свое название благодаря изображению на его стенках сцены гибели фракийского царя Ликурга, которого за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили виноградные лозы. Ученые предполагают, что он изготовлен в IV веке в Александрии или Риме. Уникальность кубка заключается в его способности менять цвет с зеленого на красный в зависимости от угла падения света. Техника изготовления является настолько совершенной, что его мастера уже в то время были знакомы с тем, что мы сегодня называем нанотехнологиями. Долгое время секрет кубка Ликурга был не разгадан, и лишь в 1990 году с помощью суперточного и мощного микроскопа удалось выяснить правду. В состав материала входит ровно 330 частиц серебра и 40 частиц золота на миллион таких же частиц стекла. Размер этих частиц составляет 50 нанометров. Для сравнения, это в 1000 раз меньше, чем один кристалл соли. Именно такой состав и позволяет достичь определенного отражения лучей света. Интересно, что несмотря на знание химического состава кубка, ученым до сих пор не удалось воссоздать аналогичный материал с такой же чувствительностью.
С учетом всего вышесказанного возникает вопрос, если кубок действительно изготовили александрийцы или римляне, то каким образом они смогли измельчить серебро и золото до уровня наночастиц? И откуда у древних мастеров взялись такие технологии и оборудование для работы на молекулярном уровне? В 1958 году кубок был продан Британскому музею, где по сей день доступен для просмотра всем желающим. Спасибо за просмотр видео, ставь лайк, если было интересно, и подписывайся на канал, впереди нас ждет много интересного.